Сегодня я готовлю мигрельские хачапури. Очень вкусные. Меня зовут Марта. Я родилась и выросла в Тбилиси, поэтому хачапури мне прекрасно знакомы. Для начала, конечно же, нам нужно замесить дрожжевое тесто. Без ложной скромности хочу вам сказать, что это тесто настолько хорошее, что из него всегда получаются прекрасные хачапури. Я беру 500 грамм муки высшего сорта. Из этого количества муки получится примерно 3 средних хачапури. Также нам понадобится, конечно же, дрожжи. На 500 грамм нужно взять около 1 чайной ложки дрожжей или 7 грамм. 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка соли. Как вы видите, очень легко запомнить. 1 чайная ложка, 1 чайная и 1 чайная. Обычная вода комнатной температуры. Здесь у меня около 400 миллилитров. Может понадобиться чуть больше или чуть меньше. И около 50 миллилитров растительного масла. В глубокой тарелке мы разведем дрожжи с сахаром в воде. Для этого добавим примерно 100 миллилитров воды, чайную ложку дрожжей и чайную ложку сахара. И хорошенько перемешаем, чтобы все растворилось. Оставляем эту смесь минут на 15-20 для того, чтобы дрожжи ожили. Вы увидите на поверхности пузырьки, значит, дрожжи готовы к работе. Хочу вам настоятельно рекомендовать просеивать муку перед использованием. Это насыщает муку кислородом, и ваше тесто получится намного лучше. Прошло 20 минут, дрожжи ожили, и теперь начинаем замешивать тесто. К муке добавляем чайную ложку соли и перемешаем. Затем добавляем наши ожившие дрожжи. Добавляем оставшуюся воду. Чуть-чуть я оставлю на всякий случай. Просто все хорошенько рукой перемешаем. Посмотрите, не вся мука вмешалась в тесто, поэтому я добавлю вот то, что осталось от наших 400 миллилитров. Хочу дать вам еще один совет. Чем больше вы работаете с дрожжевым тестом, тем лучше будет результат. В отличие, например, от песочного теста, с ним нужно работать как можно меньше. Работайте, перемешивайте. Вся мука уже вовлечена в тесто. Теперь под конец добавляем растительное масло. Здесь у меня 50 мл растительного масла. Я добавлю примерно половину для начала. И теперь хорошенько вместе с растительным маслом еще раз поработаем с тестом. Добавлю еще чуть-чуть растительного масла. Посмотрите, какое прекрасное тесто получилось. Посмотрите. Теперь накроем это тесто пленкой и поставим в теплое место, чтобы тесто отдохнуло и поднялось. В зависимости от температуры в вашей комнате это может занять больше или меньше времени. Посмотрите, сколько растительного масла у меня осталось. Примерно, я думаю, около 20 миллилитров. То есть я потратила около 30-40. Прошел час с небольшим, и посмотрите на тесто. И как тесто хорошо увеличилось в объеме. Я вам настоятельно рекомендую размять это тесто и дать ему возможность второй раз подняться. Результат будет намного лучше, если вы дождетесь второго подъема теста. А теперь подготовим сырную начинку для хачапури. Лучше всего использовать грузинский сыр.
Но я, например, живу в Лондоне, и найти здесь грузинский сыр мне очень сложно. Поэтому можно взять любые сыры по вашему желанию. Можно взять один какой-то вид сыра, а можно взять несколько и вместе их соединить. Вот, например, я взяла 3 вида сыра. Моцарелла, она напоминает немного грузинский сулгуни. Также я взяла вот такой сыр, это турецкий сыр, но он мне немного напоминает грузинский сыр. И творог, жирный творог. Он напоминает немного свежий грузинский сыр. Здесь у меня примерно около 1 килограмма сыра. На 1 килограмм примерно 1 яйцо и грамм 50 масла сливочного будет достаточно. Вот это все я натру на терке и все это вместе перемешаю в глубокой посуде. Все равномерно перемешано. Посмотрите, какая должна быть консистенция сыра для хачапури. Попробуйте, пожалуйста. И если в вашей начинке не хватает соли, то посолите. И тоже перемешаю. Начинка для хачапури готова. Прошел еще час с небольшим, и тесто опять прекрасно поднялось. Теперь я это тесто разделю на 3 равные части, так как я хочу испечь 3 хачапури. Это уже по вашему желанию. Можете сделать больше или меньше размером хачапури, как вам нравится. У меня получилось 900 грамм теста, и я разделила на 3 равные части, по 300 грамм каждый комочек. Обязательно используйте муку и формируйте вот такие вот кружочки. Затем накрываем чистым кухонным полотенцем и оставляем еще минут на 30, чтобы тесто еще немного отдохнуло. Дрожжевое тесто любит отдых, поэтому предоставляйте ему этот отдых, пожалуйста. Сырную начинку я также разделила на 3 равные части. Здесь у меня в каждой 330 грамм. Запомните, что начинки всегда в хачапури должно быть больше, чем самого теста. Прошло около 30 минут, и теперь можно смело заняться приготовлением хачапури. Обязательно нужно использовать обильно муку. Итак, вначале мы немного расплющим наше тесто. И снизу, и сверху нужно подсыпать муку. На середину положим начинку сырную. Тоже сверху немножечко вот так придавим рукой, чтобы начинка более равномерно распределилась по хачапури. И затем осталось только собрать вот эти вот края и соединить в середине. Это очень легко. Смотрите, берем края, так оттягиваем. Вот так вот берем все и соединяем в середине. Очень просто это все делается. В середине вот это все собрали. Не забывайте про муку. Руку обмакиваем в муке и вот так вот распределяем все равномерно. Поднимаем хачапури и снизу тоже обязательно муку подсыпываем время от времени. Аккуратно пройдитесь по всем сторонам хачапури, чтобы везде получилась равномерная толщина. В чем особенность мигрельских хачапури? В том, что сверху теперь нужно смазать яичным желтком, разбавленным в воде. Теперь переносим хачапури на разогретый противень. Очень аккуратно, чтобы не обжечься. В серединке обязательно сделайте вот такую небольшую дырочку, чтобы воздух выходил из хачапури. И сверху теперь на мигрельские хачапури нужно добавить дополнительно сыр.
Добавляйте любой сыр по вашему желанию, какой у вас есть. Я добавлю моцареллу. Можете даже добавить вот сырную начинку, какую вы подготовили. Можете ее сверху оставить чуть-чуть и сверху ее вот так вот распределить равномерно по всей поверхности вашего хачапури. Хачапури готово пойти в духовку. Ставим в предварительно разогретую духовку до максимальной температуры, какая у вас есть. У меня это 240 градусов. Мне понадобится минут 10-15 до готовности хачапури. А вы смотрите по своей духовке, пожалуйста. И еще хочу дать маленький совет. Если вы новичок в выпечке, то можете вот это все подготовить на пергаментной бумаге, хачапури сделать, и потом легче будет переносить на противень вместе с пергаментной бумагой. Посмотрите, какое чудо у нас получилось. Осталось только нарезать его. Очень вкусные хачапури. Настоятельно рекомендую вам испечь их. Можно их кушать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.